Очередные кусты утренние. Фух. Ну, такая парковая зона, велосипедная дорожка, река Дора, река По. Вот, уже за Турином, ближе к Франции. Остается до Франции 75 километров. Вторая подряд очень теплая ночь. Но погода начинает портиться. Ночью небольшой дождик прошел. Но это не помешало на костре приготовить еду. Не могу снимать, как я готовлю еду, потому что просыпаюсь очень рано, в 5:30, еще темно. И на видео ничего не будет видно, наверное. Что, будем пробовать сегодня в сторону Франции, на границу уже выехать. Хотя 75 километров, и сегодня суббота, возможно, людей будет меньше ездить. Вчера в Макдональдсе зарядились почти полностью. На горные несколько дней нас должно хватить. В смысле заряда видеокамеры. Настроение нормальное. Я уже думал, за 2 недели столько всего пережито. Уже даже немножко хочется отдохнуть, уже давно хочется скорее приехать. Но все равно интересно. Я Антону, по-моему, вчера утром говорил. У нас такое было настроение какое-то утром, не сильно веселое, немножко сонное. И я такой Антону: ну вот представь, ты в Киеве просыпаешься, включаешь свой планшет и 2 часа подряд рубишься в танки. Вот ради этого стоит жить? Нет, стоит жить ради того, чтобы стоять у дороги и махать рукой машину. Туман, облачно. Первые бегуны только вышли на пробежку тут. И Антон выходит из кустов. Сейчас выходим на точку, где мы будем стопить. Просто вдоль дороги идем по тротуарчику. И вот ощущение, отличное, хорошее. Сравниваю с тем, как мы вчера вечером сидели в Макдональдсе. В этом шуме, криках, яркий свет. Это было плохо. А вот так, вот это то, что надо для жизни. Наверное. Google карты не врут. Шикарное место, чтобы провести ближайшие полчаса. Как вы считаете? Как раз прошло примерно полчаса. Едем. Первая машина. Вчера я заряжал видеокамеры, чтобы снимать вам красоты. Туман и облачность. Не знаю, вам видно или нет. Красивые, очень красивые горы. Но в тумане. Job? I am web developer. I have a notebook in my bag. During autostop I don't work, but when we stay in one place a long time, yeah. Nice. This is our dream job. We also have our computer Specialists. Yeah. And so you travel and work at the same time. Nice. Wow, so good. Вторая машина, это нас подвезли скалолазы. 2 парня классно ехали, общались. Они довезли нас в городок Суза и захотели вывести меня из городка туда, где я мог бы стопить. Городок закончился и начался резкий подъем. Естественно, места, чтобы стопить, не было. И они поехали дальше, и аж до следующего городка довезли. На автозаправке высадили. Так что, дыхание Франции уже прям чувствуется, уже близко.
Знакомьтесь, это Карлотта. Мы едем до городка, как-то с тяжело произносимым названием, типа Улькс. Совсем близко уже от границы. Антон сел на переднее сиденье, потому что побаивается большой собаки. Ну, а мне пришлось всю свою смелость собрать. Ну, добрая собака оказалась. Вот она, еда. Вот они, бананы. Вот он, хлебушек. Ага. А йогурты где? Что мы купили? Это бананы. А это йогурт. И кусок хлеба. Что нам еще больше? Что нам еще нужно для жизни, правильно? Правильно, больше ничего. Еще попутную машину во Францию. Очереди в супермаркете на кассу. Как в этом, в ВТБ. Пока не ввели кассы самообслуживания. Пока мы стоим в очереди в супермаркет, хочу сказать, что очень приятно иметь такого помощника, как Антон. И в супермаркете, и на обочине. Итого у нас уже было 3 машины. Первую ждали полчаса, уже начали утомляться. А 2 другие, ну я не знаю, 3-5 минут. И мы уже в Ульксе. Ну уже скоро Франция. Уже 100 пудов мы сегодня будем во Франции. Ничего кроме вот этих вот деревьев показать вам не могу, потому что все в тумане. Ну что, мы в центре Улькса. На указателях приграничные поселки Италии и Франции. Ну что, на заправочке в Ульксе, на фоне какой-то крепости, может быть, будет последняя наша машина в Италии. А самі звідки? З Києва. Ага. Я з Мукачева. Вона скажу, на Україну треба піти. Ну, закарпатський говор, то не всі розуміють. Ну, є суржик, ну, херсонський, ясно. Стопим там в Ульксе. Я вижу машина с украинскими номерами. Я давай махать, на номер указала, потом на себя типа я такой же, как и ты. Да, все, остановился парень. И едем теперь во Францию. На украинской машине с украинским водителем. Сегодня очень хороший автостоп. Первую машину только полчаса ждали. А так, ну я не знаю, 3 минуты. По сравнению с тем, как мы ехали из Австрии в Италию, мерзли, ждали, ужас. А тут все очень легко, отлично, супер, я доволен. Мы во Франции, в Бриансоне. Тут пробивается даже солнышко иногда. Облачность не такая низкая, горы видно.
Залипательное место Безансон. Горы вокруг. Какая-то церковь, монастырь, крепость. Небо синее, кстати. За каждым новым поворотом открывается новый вид. Ну как тебе, Антон? Мы решили посидеть на лавочке, отдохнуть. Какие-то злые воробьи. Обычно приезжаешь в новую страну и в первом городке ходишь, по сторонам смотришь, все такое необычное. И вот тут во Франции так, в Италии до этого то же самое, и в Австрии тоже так же. Сейчас будем разбираться, что у них с обочинами в этой вашей Франции. Заботятся они о автостопщиках. Да, Google карты не врут, там вон небольшое место есть. Будем стопить? Hitchhikers here. Here we take a lot hitchhikers because all the young people they also, if they have to visit friends and stuff, they do hitchhiking because there is no much transportation. So. Мы почти выехали из гор, я думаю, километров 40 нам осталось. То есть, получается, мы итальянскую часть гор, итальянскую часть Альп за один день и за этот же день французскую часть Альп проехали. Шикарный автостоп. Долго вообще не ждали. Вот сейчас французскую машину из Бриансона, ну я не знаю, минуту. Водитель говорит, что тут легко поймать машину, много хичхайкеров ездит. Шикарные места, горы такие офигенные. Но итальянские мы не увидели совершенно, а французские очень красивые. Водитель сказал, что завтра обещают весь день сильный дождь. Он сказал, что здесь вот на вершинах гор, двухтысячниках, будет лежать снег еще больше, чем сейчас. Посмотрим, может мы из этого региона уже уедем и дождь нас не застанет. Или придется в палатке целый день лежать. Но посмотрим. Пока что мы так быстро движемся, может и уедем от дождя. И неожиданно пошел дождик. Ну, я так понимаю, кратковременный. Антон молодец. Вообще справляется на отлично. Молодец, я доволен.
Вообще, такие приятные люди нас подвозят. Вот на том перекрестке, где я последнее видео записывал, мы встали стопить, и самая первая машина, которая проезжала, нас подобрала. И они нас еще раз предупредили, что завтра очень плохая погода. Вот в месте, где они нас высадили, показали, где, в принципе, мы могли бы ночевать под навесом. Есть туалет, есть вода, все показали. Но мы еще, наверное, дальше поедем. Наверное, последний взгляд на Альпы. Сказали, что в городе Гап, до которого остается 40 километров, горы заканчиваются. Опять. И минуты не прошло, нас подобрала женщина. И вот мы на каком-то озере. Сейчас покажу. Большущее озеро. На карте написано, что называется Ла Дюранс. Ну вот. И финальная 8-я машина. За рулем священник. И разговоры. В том числе, кстати, на испанском. Спросил меня за Донбасс. Я ему рассказал свою версию. Потом он спросил, верю ли я в Бога. И спросил, как же это Всесвет был создан без Божьего участия. Но я предложил свою версию, он не согласился, сказал, что такое невозможно. Ой, разнообразная жизнь. Не, ну насыщенный день сегодня, капец. Я чувствую, как тепло. Все, вечереет уже, капец, как вечереет. Нужно выходить на природу и отдыхать. И посмотреть прогноз погоды. Мы скупились в магазине. И теперь у нас есть продукты на весь завтрашний день. Если вот из этих туч завтра начнется Армагеддон. А может и не начнется. Вот где-то вот в этой сельской местности мы будем ставить палатку сейчас. Так, перед вами процесс поиска места для ночлега. Корова — это хорошо или плохо? Непонятно. Вот тут в тех деревцах надо бы обосноваться. Тихо, 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 не надо бегать. Не надо бегать, коровы. Тут заборчиком они отделены, так что не затопчут. Так. Вон там машины. Ну, вы ничего не видите, я понимаю. Ой. Красотища.